Телецкое озеро. Конец лета. Земля плодоносит, поспевают дары тайги. В прибрежных садах зреет урожай. Туристический сезон еще в разгаре. Над водой не смолкает шум катеров и лодок. Суда держатся срединной линии озера, поскольку восточное побережье и часть акватории Телецкого озера являются территорией Алтайского биосферного заповедника. По берегам озера почти 90 лет стоят форпосты, заповедные кордоны, охраняя вверенную им природу. На живописной поляне у подножия горы Чепту уютно расположился кордон Байгазан. Он образован на месте заимки, бывшей здесь еще до открытия заповедника. Почти 3 десятилетия хранителями этих мест являются супруги Сахневич. Как и многие сотрудники Алтайского заповедника, они приехали на Алтай издалека. Мы приехали с Украины с мужем. Мы приехали сюда в гости в 1986 году. Понравилось нам очень. Мы приехали в августе, вот попали в такую погоду. Эта красота неимоверная была. Мы как раз покатались по озеру. Что-то так загорелись, захотелось нам сюда. И мы спросили, а нас без проблем сказали: да, пожалуйста, приезжайте. Мирослава Сахневич – научный сотрудник. Она занимается исследованиями флоры заповедника. Нужно постоянно учиться новому, дружить с техникой, вести наблюдение и обработку данных. Хорошо, что есть интернет, хотя и низкоскоростной. Это позволяет делиться свежими новостями, публиковать фотографии и статьи. Жизнь на озерных кордонах имеет свои особенности. Они оторваны от цивилизации. Нет автомобильных дорог, неустойчивая сотовая связь. Электричество дают альтернативные источники энергии. В межсезонье люди оказываются во временной изоляции от внешнего мира и живут автономно. Жители кордонов ведут домашнее хозяйство, которое кормит их семьи весь год. Озерный климат позволяет иметь сад и огород. Благодаря Мирославе кордон утопает в зелени плодово-ягодных культур и разноцветии трав. Ну, это, конечно, и хобби, но и жизненная необходимость, потому что мы же практически постоянно живем вот на кордоне, и какие-то продукты покупать не все мы можем в течение года, какие-то фрукты, да, поэтому стараемся посадить по максимуму, что же выживает, что не выживает. Мирослава Болеславовна нередко уезжает в рабочие поездки по озеру или уходит в тайгу. На кордоне остается хозяйничать Вячеслав. Сам он много лет был государственным инспектором отдела охраны заповедника. Сейчас из-за травмы ноги работает смотрителем кордона. Главное, это была проблема у нас, вот мы животноводством занимались, у нас телята пасутся. Вот какой-то медведь пакостливый начинает охотиться на телят. Вот это хуже нету. Ну, бывало дело. Сейчас проще. Заповедник, вот у нас есть Паскотина, где пасутся телята. И заповедник вот несколько лет назад установил, ну, скажем так, финансировал, и мы установили электроизгородь. И теперь уже немножко спокойнее спишь. Знаешь, что туда телята не уйдут, а сюда медведь не придет. Эта семья не сразу попала на Телецкое озеро. Как и многие коллеги, они проходили испытания на прочность на самом отдаленном участке заповедника. В 1989 году мы тогда еще жили в Езуле, это 200 километров отсюда, высокогорье по Челушману.
узнали, что живущий на Байгазане лесник, тогда это называлось лесник, должность, уходит на пенсию и будет покидать жилье. Мы попросились, и нас перевели сюда. Прислал заповедник вертолет. Мы загрузили все, что у нас было. Корову, баранов, коз, курей, ну и нехитрый домашний скарб. Привезли сюда. Сначала привезли одну корову. Самое интересное, мы ее привезли на вертолете ведь. Тогда это, реально. Привезли корову, помыли вертолет после своего путешествия. Привезли и стали жить. Байказан в переводе с алтайского означает «богатый котел». Легенда говорит, что здесь жил добрый и гостеприимный человек. И когда бы к нему не заходили люди, у него всегда был полный котел вкусной пищи. И он сытно кормил любого путника. Название кордона актуально и сегодня, во многом благодаря работающим здесь людям. Камга. Южнее села Яйлю, глубоко в сушу, вдается залив Камга, крупнейший на озере. На сайте заповедника читаем: места эти дикие, медведи, росомахи, рыси не редкость, особенно много медведя. В Камге находится еще один озерный кордон. Вместе с Игорем Калмыковым, директором заповедника, высаживаемся на противоположном от кордона берегу залива. Подожди, а куда не убрали? Здесь в июле выпустили молодую медведицу и теперь наблюдают за ней. Медвежонка нашли весной в одном из районов республики. Звереныш был слаб и истощен. Вероятно, его мать погибла. Добрые люди спасли его и растили Машу в условиях, приближенных к диким. Контакты с человеком свели к минимуму, чтобы молодая медведица смогла адаптироваться к самостоятельной жизни в тайге. Она не должна далеко сидеть. Она даже себе пещерку где-то находили, вырыла и ночевала в ней. А вот и проверка. Нас сразу же засекли с кордона. Служба не спит. Государственный инспектор Шамиль Сибгатуллин не знал о приезде директора. Он работает здесь. Он еще и с высшим образованием. Он еще известный в Язуле, про которую его снимали, работал. И жена у него оттуда. И его там все знают и уважают до сих пор, потому что он был грозой браконьеров. Я сейчас расплачусь. Хоть он... Да? Нет, Шамиль Валерьевич. Я мелиоратор. Мелиоратор. Да. И горжусь этим. Наметанный глаз Шамиля Валиевича никого не упустит из виду, ни зверя, ни человека. Он работает в заповеднике уже более 30 лет. Так вы поедете или нет? Что, чай-то попить? Чай. Поехали, попьем чай. Название Камга означает «залив шамана». В далеком прошлом шаманы или камы проводили здесь свои обряды. Еще один вахтовый кордон охраняет водопад Корбу, самый посещаемый памятник природы Алтайского заповедника. Туристы любят это место. Летом к Корбу устремляются десятки лодок и катеров всех мастей. Событие дня – прибытие теплохода «Пионер Алтая», флагмана Телецкого флота. Пестрая толпа заполняет все береговое пространство. Люди спешат. Стоянка теплохода длится 1 час. От берега озера до водопада 200 метров по деревянному тротуару. Всем хочется подобраться к водопаду поближе, чтобы зарядиться его энергией и вдохнуть насыщенный влагой прохладный воздух.
Все лето водопад Корбу кормит жителей окрестных сел. Извоз туристов, продажа еды и сувениров существенно пополняют их годовой семейный бюджет. Это один из успешных примеров взаимодействия заповедника с местным населением, направленного на развитие экологического туризма. В устье реки Какши, одного из крупных восточных притоков озера, расположен одноименный кордон заповедника. Какши значит «голубая» или «небесная вода». Кордон стоит в живописном, но продуваемом ветрами лесу, рядом с берегом озера. Условия для жизни здесь более суровые. Надежда и Сергей Усик – бывалые таежники. 12 лет работают на кордоне. Судьба свела их на заимке сибирской отшельницы Агафьи Лыковой. 5 лет Надежда была послушницей у Агафьи. Узнала, что ей требуется помощница, и отправилась пешком в рискованное путешествие. Ну, это по прямой, если Ну, здесь смотреть. понятно, А там 3 подъема. Там нас сопровождал как раз Богданов. Инспектор, да. Да, первый раз который сейчас когда живет там. И он дорогу знал только вот до середины, как раз вот До только водораздела, где До он Кузбаши, бывал, до до Парелевого Кузбаши, то есть это где граница заповедника. Туда он нас довел. А обратно, как к Агафье спуститься, там, в общем-то, уже по карте, как смотришь, там одни обрывы, там спуститься очень сложно. Вот. А мы, тем более, шли, первый раз в тайге, еще там девочка с нами шла. Сложно было, конечно, рюкзаки тяжелые несли. И, в общем, Так вы и шли полмесяца, получается. потому что и он дорогу, Да, конечно, он не знал. мы раза 3, наверное. это, Полмесяца в тайге. да, очень сложно. У нас уже остались одни только, все, сухари съели, что-то там мы с собой еще брали, какие-то продукты, все подъели, осталась у нас пшеница только. Мы, когда ее брали с собой, обжаренную эту пшеницу, рассчитывали на то, что, как йоги же они живут, иногда пшеницу едят, на крайний случай мы тоже взяли с собой также эту пшеницу, думаю, на всякий случай, если вдруг уже все там. И вот у нас как раз осталась эта пшеница, и нам до такой степени надоело. Уже этот Володя над нами смеется, вы меня в коня превратили. Но он действительно очень сильно нам помогал. Рюкзаки тяжелые, он поднимется, допустим, на перевал, там свои рюкзаки оставит, потом наши спускаются за нами, наши рюкзаки на себя. Привыкла Агафья к Наде. 5 лет бок о бок в глухой тайге, в нелегком труде и молитвах. Надежда родилась в Москве. Сергей Викторович родом из Иркутской области. Он впервые прилетел на таежный тупик на вертолете. Уклад жизни Агафьи так увлек Сергея, что он не раз приходил к ней пешком, помогал по хозяйству. Здесь и познакомился с Надеждой. Когда спрашивают, а что ты за него замуж вышла? Я говорю, так человек в тайгу-то ко мне на свидание через 1000 километров ходил, как же не выйти замуж? Когда пришло время уходить, не хотела Агафья Карповна отпускать свою послушницу. Вертолет прилетает, я только на вертолет, она, мне плохо, ты меня бросаешь, ты меня одну оставляешь, тут одну в тайге. В общем, естественно, моя добрая душа не могла ее оставить там одну. Сергей – профессиональный художник. У Агафьи он познакомился с писателем и журналистом Василием Песковым, который посоветовал ему заняться фотографией. В каждом из мужчин есть этот охотничий инстинкт, и когда приходит время
скажем, ну, просто кому-то приходит, кому-то не приходит. Ну просто жалко животинку уже становится. Просто ну ни к чему, ну зачем ее бить, и зачем ее это самое, пускай она живет. А вот, как говорится, азарт-то куда деть? Он остался. И поэтому, когда ты с трофеем в виде хорошего кадра, и при этом все остались при своих, при этом, как говорится, зачастую и бывает так, что животное не знало, что ты его снял. Ну и главное то, что сделать хороший кадр, это намного сложнее, чем убить животное. Надеемся, мы еще сходим вместе с Сергеем на фотоохоту. А сейчас отправляемся на следующий кордон. Он находится в юго-восточной части озера, за мысом Челюш. К югу от кордона в озеро впадают сразу две реки – Челюш и Баскон. Они вырываются из глубоких ущелий, поросших густой тайгой. Дельта, намытая Челюшом, разбита рукавами реки на низкие острова. Это благодатное место и для людей, и для зверей. Слово «челюш» означает «летник». В минувшие времена сюда на лето кочевали местные жители. Климат здесь более теплый, земля плодородная. Сад и огород дают хорошие урожаи. Зимы заметно короче, и скоту требуется меньше заготовленного корма. Много лет на кордоне несут службу государственный инспектор Михаил Кунгуров с супругой Людмилой. Михаил Васильевич отлично знает местную тайгу. Постоянные обходы территории и наблюдательность помогли ему сделать ряд интересных находок. Однажды он обнаружил в скальном гроте старинное тульское ружье и берестяной туесок с охотничьими припасами. В рабочем на ходу все полностью. Все цепляю, просто я в дерево пружину зажал. Так, а это что у нас? Спусковой механизм, чтобы не работал. А, вот это, Это да? курок, видишь? Это курок. Ну, он одевается так. Одевай, ага. И все, вот так он должен срабатывать здесь. Опять порох засыпали, это как капсюль ставили, заводился. Пиф-паф и все. И где-то у него тут на казенной части 1856. Приклад ружья сгнил, и Михаил его отреставрировал. Ну так, в принципе, что было вот родное, все я на место поставил, вот только шуруп не родной. Вот это. В туеске хранились необходимые охотнику-промысловику вещи. Ну, это у скалы нашли. Ну, в сухом месте. Это настолько времени долго стояло, что чуть-чуть навалено к скале. И вот ее так сжало от времени. То есть бересту это с таким весом, это сколько времени надо простоять, чтобы так сжаться. Ну, и тут батыра это. Ну, крючки раньше, видишь, как никого умели. Ну и металл тут всякий. Косточки. Ценился этот металл. Кунгуровы – хозяева рачительные. У них все свое. Без подсобного хозяйства здесь не прожить. В саду выращивают грецкий орех, яблоки, сливы и вишни. Весеннее половодье приносит много плавника, который идет на дрова. Здесь ничего не пропадает даром, как и у того неизвестного охотника, чьи старые вещи хранят историю этого удивительного места. На юге озера, в 11 километрах от устья реки Чулышман, находится высокая береговая терраса с поселком Беле. Отсюда открывается панорама хребта Алтынту, обрамляющего западный берег озера. Беле славится своими яблоневыми садами, посаженными в 60-х годах прошлого века.
Говорят, это самое теплое место Западной Сибири. Природа здесь красивая, да жизнь непростая. Сейчас озеро спокойно, а с конца осени до середины весны дорога сюда фактически закрыта. Штормовые ветры, неустойчивый лед делают передвижение по озеру в это время опасным для жизни. Сухопутных дорог тоже нет. Несколько машин и тракторов ездят только в пределах поселения, в сады и на покосы, и доставляют грузы с берега. В Беле находится один из отдаленных кордонов Алтайского заповедника и метеостанция. Наталья Шичкова живет здесь более 30 лет. Биолог по образованию. За эти годы она поработала и в научном отделе, и в отделе экологического просвещения. Наталья Алексеевна вырастила 7 детей. Трудности жизни на далеком кордоне никогда не позволяли расслабиться. Наталья Алексеевна окружает посетителей кордона теплом и заботой. Вкусно накормит, разместит в гостевых домиках заповедника, организует нескучный досуг. Вот, видишь, кусты шиповника? Богатая история Белинской террасы. Об этом свидетельствуют древние памятники археологии. Это изваяние из крупнозернистого известняка датируется 8-9 веками нашей эры. Кызыр таш в переводе камень воин. Кызыр воин, таш камень. Я интересовалась у геологов, что камней такого происхождения здесь нет. Это камень привезенный. Дедушка Алтаец говорил, племя Сайоны поставили его. Сайоны это были тувинцы. Но что нам говорят официальные источники по учебникам, что такие камни ставили на месте больших воинских сражений или на месте, где жил большой Каган. То есть Каган, тюркский каганат, это правитель этого места. Караташ, Байгазан, Камга, Корбу, Кокши, Челюш, Беле, Чири. Заповедные кордоны зорко сторожат Золотое озеро. Неоценима их роль в сохранении дикой природы. Игорь Калмыков, директор Алтайского заповедника, испытал на собственном опыте все прелести и тяготы заповедной жизни. Работал в Казахстане, на Чукотке и в Красноярском крае. Был и охотоведом, и заместителем директора по науке, и начальником отдела оперативной охраны. Повидал немало людей. Ну, идут люди-то разные. Вот потом остаются и работают определенная категория только людей. И разные люди. Почему? Потому что в большинстве это, конечно, романтика и, может быть, поверхностное восприятие всего, что да, природа, конечно, красива, да, приехал на несколько дней, это здорово, ну или даже на месяц. Но когда это зима, когда это нужно жить постоянно, так отсутствие связи устойчивой, отсутствие врача, нет транспорта, телевидения хорошего нет, все это сложности. Поэтому я вообще делил людей, те, которые приходят, это 3 категории. Одни приходят истинные любители природы, которые действительно хотят жить в дикой природе. Очень много людей приходят, которые романтики, но которые не представляют настоящей жизни в дикой природе. Поэтому, понятно, со временем они отсеиваются и остаются, вот как раз я говорю, тот небольшой процент людей, которые и умеют жить в этой природе, и любят ее, и понимают еще. Жители озерных кордонов – обычные люди, как мы с вами. Но они – люди неординарные. Они осознанно выбрали жизнь в необычных условиях. Они знают свое дело и любят природу. Не каждый способен десятилетиями жить на далеком кордоне, вдали от людей и привычных удобств. А вы бы смогли?